Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свою очередную неделю, мой вышивальный влог, мой жизненный дневник, скажем так. И что я вам хочу показать. Как я и планировала, вышила я все-таки 2 буквы, которые засчитываются на этой все еще неделе, потому что мы в воскресенье еще у нас. И вот они, эти 2 буквы, буква М и буква W. Вот такие они красивые. Вот даже сейчас очень хороший свет, и видно, сколько много там разных цветов. И серенький, и желтенький, и зелененький, и розовенький. И вот эта смена бесконечная ниточек, ниточек, ниточек. И поэтому эти буквы я решила вышивать по 2 в неделю. И вот прошедшая неделя, это были вот эти вот 2 буквы М и W. И они получаются, конечно, очень красивые, очень такие кружевные. Вот как они выглядят, шикарно. Ну, вышивать их, сами понимаете, 2 крестика закрепка, 2 крестика закрепка, это еще то удовольствие. Ну, главное результат. Здесь уже идем на результат. Осталось мне еще 10 букв, так что все впереди. Конечно, дожди, это нудно, но посмотрите, какое все зеленое. Вообще лошадушки. Воскресенье, вот сижу на озере, отвечаю на ваши комментарии. Какая красота, когда солнышко и не жарко, прелесть, балдеж. А я в библиотеке взяла одну очередную книжку Фредерик Бекман «Тревожные люди» это будет. Вы наверняка слышали об этом писателе, ну, если не слышали, но наверняка либо видели фильм, либо слышали фильм «Вторая жизнь Уве». Это Том Хэнкс там играет в американском фильме. И есть шведский фильм. Это шведский писатель. Он сейчас очень популярный в Швеции и во всем мире. И взяла я... Он пишет в стиле трагикомедия. Ну, да. Прикольно его читать. Тут есть такие фразочки незаменимые. Там, значит, ну, дело в том, что тут такая ситуация, что я не в том сейчас моральном состоянии, чтобы читать эту книжку. Я не из тех людей, которые, знаете, как в анекдоте: «Сара, включи новости, посмотрим, кому хуже, чем нам». Я все примеряю на себя. И тут идет речь про чувака, который решил ограбить банк, потому что в один прекрасный день его жизнь вообще пошла, все, пришел край. Он узнает, что его жена изменяет, и она ему изменяет с его начальником, и поэтому он потерял дом, семью, и с работы его уволили, потому как не очень удобная ситуация. И этот придурок решил ограбить банк. И так как он не грабитель ни разу и не знает вообще, как это все делается, он попёрся в банк, первый, наверное, попавшийся. А это оказался банк кэш-фри. Ну и пишет он в такой юмористической, ну как это назвать, ну да, трагикомедия, вроде как и юмористическая, но о таких вещах, которые вообще очень такие тяжелые. Я не знаю, почему я все время примеряю на себя все персонажи, которые я читаю, все. Я думаю, он, блин, ну, чувак, жил у него все в шоколаде, да, работа у него хорошая, жена, у него 2 детей, все путем, и тут в один прекрасный день у него все нахрен полетело в тартарары. Ну и, короче говоря, я прочитала здесь страниц, сколько вот, 70 страниц я прочитала, что мне так грустно стало, несмотря на то, что здесь столько приколов. Там этот чувак взял заложников людей. Ну как заложники? Ну это надо читать, чтобы понять. А полицейские 2 приехали, а полицейский, на секундочку, отец и сын.
Они приехали туда и говорят: а что ж делать теперь? Мы никогда с этим дела не имели. И этот старый, который отец, он в гугле решил прогуглить, что делать, когда в заложниках, как вести переговоры с этим, который, ну, преступником. А его сын спрашивает: ты что, реально гуглишь, что делать? Он: а что делать, не знаю, да. Вот так. А потом еще одна фразочка, которая мне вообще очень понравилась по поводу того, что люди в Инстаграме выкладывают, ну, красивые картинки своей жизни, а на самом деле никто не знает, что действительно происходит в жизни. И там была фраза: каждый может культивировать миф о себе, если у него достаточно удобрений. Так что если трава на другой стороне кажется зеленее, возможно, это потому, что она полна дерьма. Ну и вот так это вам распробовать. Классно. Ну, как я уже сказала, я не в том моральном состоянии, чтобы сейчас читать эту книжку. Я ее непременно возьму в следующий раз и обязательно ее почитаю, но сейчас, я не знаю, она меня почему-то очень сильно повергает в депрессию. Мне за этого чувака как-то очень печально. Вот. Ну вот, наконец-то доехал ко мне и последний наборчик, который я заказывала вместе с моими милхилами, с лошадками и с русалочкой. Вот, красота, ну не правда ли? Что-то мне прям так захотелось, увидела в Ашеве, ну, как обычно бывает это все. И вообще-то на кухню я хотела что-то повесить. Вот у меня будет на кухне вот такая картина. Очень красивая. Значит, здесь у нас наборчики, я так полагаю, 14-я канва, крупновастенькая такая, ниточки. Ну, не очень так много ниточки. Я не думаю, что он будет слишком большой. Какого он тут размера? Сейчас мы посмотрим. Аида 14-я. Дизайнер Кэтрин Уайт. Угу. И ничего больше. Ну вот 35,5 на 23 сантиметра. Ну, такая уж маленькая, я бы не сказала. Ну, красиво. Шикарно. Старенький уже это наборчик. Ну, в смысле, это переиздание наверняка. Но давно его уже вышивают. Давно я его видела. И честно говоря, не знаю я, вышивать мне его на Аиде и не париться, либо заменить на лен. Висят у меня курочки уже 10 лет на Аиде вышитые, и все приходят от них, курочка и петушок, и приходят все от них в восторг. И, наверное, я буду вышивать вот здесь на Аиде, получать удовольствие и не париться. Видно, конечно, что это вышито на Аиде. Даже на превью. Ну и что? Ну и ладно. Вот такие дела. Вчера я весь вечер вышивала своих лошадок, как я не могу прям от них оторваться. Такие они яркие, такие они сочные, покажу вам позже. А сейчас хотела сказать, что я сегодня хочу взять в работу мой гарден, потому что как-то я его сильно уж забросила, давненько я его не брала. И что же я хочу сегодня сделать? Я сегодня хочу сделать вот этот центр. Так что это сегодня план на вечер. А сейчас я пойду мыть окна. Сбор урожая. Они, конечно, эти клубнички страшные, но они очень вкусные, должна я вам сказать. Они очень и очень сладкие. Я не знаю, какой год они здесь уже в этом горшке растут. Я каждый год думаю, что типа их надо куда-то чего-то. Ну, куда-то чего-то я их не деваю. И вот урожай. Месяц собираюсь помыть эти окна. Но так как идут беспрерывные дожди, наконец-то он пришел, этот миг и этот час. Что ж, приступаю к мытью окон. Вот это у меня, что меня ждет сегодня. Остальные я буду
мыть в другой день, потому как там еще есть второй этаж. Ой, пожелайте мне удачи. Хоть бы дождь потом не пошел. Вот таким аппаратом, что очень упрощает и убыстряет дело. Это брызгалка. Вот такое средство для мытья стекол. Классное. Не оставляет разводов. Мне нравится. Ну вот, показываю вам моих лошадок, что я вам рассказывала. Вышивала я их позавчера. И забыла с собой взять, чтобы вам показать. Смотрите, я уже начала вторую лошадку, и я уже ее голову практически всю вышила. Здесь осталось только корпус этих двух лошадок, там птички будут, и с этой стороны солнышко будет. Ну, в общем, оторваться тяжело от этой работы, я вам скажу, насколько я люблю шовчики. Ну, сама, как говорится, себя за уши оттягивала от этих лошадок, потому что цвета здесь, сама ткань такая жизнеутверждающая, яркая. И если в этой лошадке, ну, здесь, как вы видите, вы преобладали голубые, сиреневые, синие, черные цвета, то вот здесь, вообще здесь полная радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, ну вот буквально. И красный, и оранжевый, и желтый, и зеленый, и голубой, и сиреневый. И вот здесь такой какой-то малиновый. Ну вот в этой части вся радуга, вам весь спектр цветов. Очень красиво. И такие же будут красивые яркие птички. Ну, в общем, я в диком восторге от этих лошадок. И хочется мне, конечно, их только и вышивать. Но я, как вам и говорила вчера, я взяла свой гарден, и вчера вечером я вышивала шовчики. И вот посмотрим, что я тут навышивала. Я так приличненько навышивала. Не считая того, что я повынимала вот здесь ниточки везде, где они должны быть вынуты. Я сделала вот этот элемент, 3/4 цветка, он называется, вот так он красиво очень вышивается. Потом я сделала вот здесь в центре вот эти все, это называется как это, обкрученные бары с соединительными обкрученными барами, как-то так называется. Wrapped bars, connected wrapped bars. Ну вот такой элемент очень красивый, и вот с этой ниточкой он выглядит ну просто великолепно. Сейчас я вам покажу, где-то у меня была здесь эта ниточка, которую я вышиваю. Так, вот начала я вот эти вот элементы 3 вот этих вышивать вот этой ниткой 01081, вот так она называется, Threadworks Overdyed Floss. Ну, она вот с такими переходами, и я думала, мне ее хватит. Но так как я вышивала здесь в 3 нити, в 3 сложения нити, то у меня, ну, вот эта вся длина, они тут уже нарезаны, эти ниточки, и вот такая длина здесь, ну, наверное, метровые или 90-сантиметровые, я их не перемеряла, честно сказать. У меня весь этот отрезок уходил вот на один вот этот, на один этот элемент, вот. Один сюда, один сюда, один сюда, и они закончились. И у меня была другая ниточка, она, естественно, немного отличается от той. Здесь уже присутствуют сиреневые вот такие, и более такие они светлые, ну, практически те же самые цвета, за исключением вот этого сиреневого. Тоже здесь и розовые, и зелененькие, и желтенькие такие, как и здесь. Ну, вот последний элемент мне пришлось вышивать вот этой ниточкой. Но я думаю, вот так в общем и целом оно смотрится неплохо, даже очень и очень. Вот этот 3/4 цветка я вышивала вот этой ниточкой той же самой фирмы Threadworks. Это хлопковые ниточки, 100% хлопок, здесь написано 5 ярдов он. И вот это вот такой номер 1152. Вдруг кто захочет вышивать еще этот загарден, я вам рассказываю, чем я вышивала.
Вот, такой красивый у меня, это The Herbal Garden, эта часть называется. И кроме того, что я здесь понавышивала вот этого и повынимала здесь ниточки, я подготовила, повынимала ниточки вот здесь для мережки. Вот здесь в каждом углу будет мережка. Ой, смотрите, я в этом углу не вышила вот этот элемент. Мне надо будет его еще вышить. Не забыть. А то так сразу не сделаешь, потом забываешь. В конце концов, за стекло поставил, и потом смотришь, и, ой, а у меня нет вот этого крестика. Ну, вот случается. И у меня такое случилось. Что-то у меня где-то есть там недоделанное на гусе, по-моему. Ну, тем не менее. Я художник, я так вижу, как говорится. Ну вот, полюбуйтесь, какая красота получается. Необыкновенная, мне нравится очень. Ну, я вообще очень люблю шовчики. Интересное, занимательное это занятие. Вышивать их, вспоминать, как ты когда-то вышивал, потом забыл, потом опять вышивал, потом опять забыл. Но мережку я посмотрела, что-то она меня пугает. Ну, как бы не пугает, но, честно говоря, она мне не очень нравится. Там эта мережка, может, я какую-то свою мережку сделаю здесь на этих элементах. Это та, которая мне больше подойдет. Здесь будет еще, вот здесь будет мальтийский крест, если я не ошибаюсь. Да, вот здесь будет мальтийский крест. Здесь будет элемент, который я никогда не вышивала. Он так по-хитрому, там как-то королевское чего-то того называется. Ну, когда выщу, я вам расскажу, как он называется. Так что впереди еще много всего интересного и занимательного. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. А сегодня вечером я не знаю, что я еще буду делать. Подождем вечера, увидим. Перед вами Суазик, и, как вы понимаете, у нас потеплело. И я сижу на улице и попытаюсь сейчас вышить этот ее берет. 105-я попытка. Начну с крестиков, а потом буду заполнять гладью. Надеюсь, у меня получится. Ну что ж, друзья, покажу вам итог моих вчерашних страданий. Я вышила берет у этой дамы, наконец-то. Несколько раз я его перешивала, несколько раз я его порола. Не получилось у меня ни с первого, ни со второго, ни с 10-го раза. Но в конце концов я все-таки это сделала. Вот здесь, видите, идут крестики. Вот здесь идет гладевой стежок. И вот здесь типа бэкстича. Так смотришь, ну боже, я возилась, наверное, часа 2 или 3 с этим. Потом вот здесь я вышила, ну это такое типа ожерелье. И вот здесь дошила это платьице. И начала вот здесь бэкстичем обводить само платье. И потом же надо было нарисовать здесь лицо. И я такая полная энтузиазма. Думаю, сейчас я здесь нарисую лицо, здесь нарисую ей руки. Надо сказать, что это все, наверное, надо какой-то художественные какие-то способности иметь, чтобы это все вот нарисовать. Это одно меня пугает. Это не то, что крестики. Посчитал крестики, настрочил крестики и все. Вот здесь я тогда думаю, что да, это уже типа как вы рисуете. С рисованием у меня все очень плохо. Ну, не сказать, чтобы я вообще не умею рисовать. Я даже когда-то за студию ходила, когда мне лет там было 13-14, потом я села на краску, на желтую масляную краску, ну, кто-то добрые мои друзья, коллеги положили мне на стул, когда я садилась, и я обиделась, я больше туда не ходила, так что... С рисованием у меня все сложно. Ну, одно то, что с рисованием все сложно. Второе. Собираюсь я вышивать это лицо и смотрю, значит, что-то здесь бла-бла-бла написано. Олечка мне очень
большое ей спасибо, перевела. Типа, ничего страшного, не боись. Здесь написано волосы, глаза и вот это вот лицо вышиваются номером D898 DMC. Чтобы вы понимали, вот это D898 DMC, это те ниточки, которые она дает в наборе вместе, когда я покупала этот кит. Я смотрю, а у меня этих ниточек вообще нет. Я такая посмотрела, нет, все правильно, 898, все, знаете, бывает здесь, ну вот, допустим, 223, можно перепутать 223 или 225, ну здесь не перепутаешь, как бы 898, 898, нет этого, и его даже в ключе нету, чтобы вы понимали, этого цвета. Короче говоря, буду я обыкновенными нитками DMC. Это, видимо, должны были быть блестящие, вот типа как я вот этими вышиваю, серебристыми, золотистыми, вот этими. Вот ужасная нитка, хреново ей вышивать, так что я даже как-то не особо расстроилась, что я буду вышивать просто DMC. Потому что она такая металлизированная, эта ниточка, и она, ну, видите сами, как крестики в этих ложатся. Мне, ну, как бы, сдаля пойдет. Ну, в общем, так я вчера с таким каким-то воодушевлением принялась за эту работу, и опять меня тормознуло что-то. Ниточки, оказывается, 898 у меня и обыкновенной нету, так что придется ее ехать покупать. Конечно, можно было бы тут продолжить ноги там и всякое такое. Ай, ну вот, все очень как-то вчера туго пошло, и поэтому я решила, ну нафиг, возьму я что-то другое. Возьму я другую Эйфелевую башню, тем более у меня она есть. С этой Эйфелевой башней покончила. Взяла эту, и что я здесь навышивала? Я навышивала вот здесь листики. Вот этих листиков так смотришь, ну фигня какая-то. Вот здесь я листики довышивала, вот здесь эти листики вышивала, а вот здесь желтые цветочки начала вышивать. И опять же здесь идет потом такая желто-коричневая ниточка. У меня опять ее нету. Ну, одним словом, мне надо ехать за ниточкой. Ну, тем не менее, кажется, что здесь, ну, совсем немножко, совсем капелька. Ну, здесь на секундочку 300 крестиков вот в этих всех листиках, листочках. Так что вот такой был у меня вчера вечер. Что потом я еще... Утром я вышила вот этот элемент на моем гардене. Здесь бы уже можно было бы давно закончить вот эту всю часть. Но так как я каждый элемент я записываю видео, а записывать видео я могу только у меня есть время утром. И то не всегда, когда я никуда не иду. И вот сегодня выдалось это утро, и я записала видео по вот этим всем элементам, которые я вышила. А теперь же мне надо здесь еще вот 2 элемента и вот здесь. И опять же я хочу записать видео, чтобы в следующий раз не забыть, как делаться эти будут элементы, потому что здесь будет вот такой элемент, который я никогда не делала, антик кловер. Потом там будет еще один элемент вообще очень такой хитрый, расхитрый. Вот смотрите. Это надо сделать, накрутить так, а потом еще крутить на каждой баре. Все эти элементы, они несложные. Это когда ты так смотришь, кажется, ой-ой-ой, что же это такое, как это делается, что это, и с чем это едят. Но потом, когда начинаешь делать, в принципе, одно и то же. Вот если взять вот эти все... Вот этот эдельвейс, вот этот, в принципе, одно и то же обвивание таким восьмиобразным способом вот этих бар.
Кому надо, как делать эти элементы, я уже думаю, к этому времени эти видео выйдут. Единственное, что я это не делала, вот этот элемент я не записывала, потому что этот элемент я уже делала раньше, вот здесь. Я записывала, но там только единственное, что здесь вот в квадратике вы это делаете, а это здесь делаете вот таким образом. Ну, принцип один и тот же, несложно догадаться. Ну, очень красиво получается, мне нравится. Мережки потом еще ж надо будет. Ну, это будет медленно, потому что это каждый раз надо записывать. Я не знаю, вот, может быть, еще... Но, опять же, уже времени нету, и это откладывается. Это можно было все закончить за вечер, но так как я, как вот говорят, в час по чайной ложке, я каждый день записываю по одному элементу, и все. Может, завтра суббота, может, завтра будет время, и сделаю побольше, и хотя бы закончу эти 3 элемента, и разберусь, какие там мережки делать. Ну, вот пока все. До следующего. Ну что же, это, по всей видимости, последнее включение на этой неделе. Я держу свое слово. Я отшила очередные 2 буквы на этой неделе. Буква Н и буква X, Х. Как она звучит, я не знаю. В общем, сегодня я уже вышивать 100% не буду, потому что Николай II. Я иду волонтарить, и завтра вечером, и сегодня вечером там будет праздник, и надо будет помогать проводить этот праздник. И, короче говоря, сегодня вышивки не будет, и завтра тоже вышивки не будет. Я благодарю вас, что вы были со мной, что вы посмотрели мое видео. Если вы видите это, значит, вы посмотрели его все. Дальше будет немного вестей из сада. Спасибо большое за лайки, за комментарии. Я знаю, что сейчас немногие смотрят. Лето, такое время, все в садах, в огородах, на морях и в горах, в отпусках, поэтому не забудьте поставить лайк, и это мне очень сильно поможет продвигать мои видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока и спасибо за внимание. Полюбуйтесь, какие красивые получаются буквы. Полюбуйтесь, у меня тоже зацвел амарилис, но он почему-то розовый. Я сейчас вам ставлю картинку, какой он был несколько лет назад, и почему он стал розовым. Отгадайте вы и напишите мне в комментарии, как они мутируют, эти цветы. И вот мой урожай клубники. И вот мои герани. Красивые. И эти. Вот как цветет моя роза. Я ее обожаю. Она очень красивая. Посмотрите, сколько на ней цветов. Офигеть. И вот посмотрите, сколько у меня яблок будет в этом году. Это дерево всегда, оно очень было такое плодовитое, но в этом году оно превзошло даже себя. И вот совсем скоро поспеет инжир. Еще твердоватый, конечно. Роза, которая сама по себе выросла. Мало того, что она сама по себе выросла, так видите, она там беленькая, вот здесь беленькая, а вот здесь розовенькая. И это она растет прямо в стене. Там видите? Красота. И можно уже собирать смородину. У нас почему-то никто ее не ест, потому как она очень кислая. Это самые пахучие розы в моем саду.
Вот я стою здесь на расстоянии, ну сколько метров, и я слышу, как они пахнут. Смотрите, что делает, а потом он лезет ко мне спать. Угу. Не стесняйся, давай выкачивайся получше, чтобы побольше землички там застряло. Ну вот немножко смородинки насобирала, сделаю крамбл. Кстати, у меня есть рецепт крамбла на канале. Может, и видео запишу, если его нет, посмотрю.